Duster третьего поколения начинают продавать в Европе. Это третье поколение одного из самых популярных в странах Европы, ежегодно расходящегося огромными тиражами. Кроссовер Dacia Duster 2024 модельного года уже доступен для заказа, но первые авто доставят покупателям в марте. Dacia Duster в Европе предлагают в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО. На домашнем для бренда Dacia рынке в Румынии базовый Duster стоит всего 18 800 евро и будет предлагаться исключительно с литровым двигателем на 100 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Такой мотор может работать на сжиженном нефтяном газе и может преодолевать до 1300 км с 50-литровым бензобаком и 50-литровым баком газа, заполненными до краев. В следующей версии объем двигателя увеличен до 1,2 литров, а мощность подняли до 130 лошадей. Возможности работать на газу уже нет, заправлять такой кроссовер можно только бензином. Как нет и автомата, покупателям предлагают безальтернативную шестиступенчатую механическую коробку передач. А есть небольшой дополнительный электромотор, работающий при напряжении 48 вольт. Он помогает экономить бензин. Топовый двигатель состоит из автоматической коробки передач и 1,6-литрового четырехцилиндрового атмосферного бензинового двигателя, сопровождающегося передним электромотором и небольшой батареей с полезной емкостью 0,85 кВт-часа. Версия развивает максимальную мощность 140 лошадиных сил с запасом хода на электричестве всего в пару километров. Полный привод предлагают только мягкому гибриду для 130-сильной модификации. В настоящее время версии кроссовера разделены на несколько уровней: Essential, Expression, Journey и Extreme. Базовая версия Essential будет иметь самые востребованные покупателями системы, а гибридные технологии будут доступны от версии Expression. Базовая комплектация нового Duster расширена и включает 16-дюймовые литые диски, кондиционер, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей. Стандартное оборудование Dacia Duster Expression будет включать 17-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран, мультимедийная система Media Display, беспроводное подключение Apple CarPlay, Android Auto, камера с заднего вида, модульные рельсы на крыше, многофункциональный руль, 6 подушек безопасности, USB-порт и держатель для смартфона на приборной панели, звуковая и радиосистема с 4 динамиками. Комплектация Journey дополнительно может похвастаться камерой, навигатором с тачскрином, беспроводной зарядкой, климат-контролем и виртуальной приборной панелью и 18-дюймовыми дисками. Размеры кроссовера почти не изменятся. 4340 мм в длину, 1810 в ширину и 1660 в высоту с объемом багажника 472 литра. А дальше узнаем подробную информацию о ценах на комплектацию. Самая дешевая версия с литровым двигателем и ГБО Duster Essential стоит в Румынии 18 800 евро. Комплектация Expression с таким же двигателем стоит 20 000 евро, с полным приводом 23 800 и в гибридной версии 25 150 евро. Следующая идет комплектация Journey, которая начинается от 20 500 евро с ГБО. С полным приводом ее цена увеличивается до 25 300 евро, и с топовым гибридным двигателем цена возрастает до 26 650 евро. Топовая комплектация Extreme с газовой установкой будет стоить 20 500 евро, с полным приводом цена увеличивается до 25 300 и с гибридным двигателем 26 650 евро. Таким образом, несмотря на все улучшения, Dacia Duster по-прежнему остался недорогим автомобилем. Дизельных версий кроссовера уже не будет.
Дизельные варианты исключены из-за строгих экологических норм. Также известно, что полноприводные версии Dacia Duster получат помощь на спуске и набор режимов для езды по бездорожью, грязи, песку и снегу. Клиренс Duster достигает 217 мм, угол въезда 31 градус, а съезда 36 градусов. Новый Duster обладает мускулистой внешностью, которая подчеркнута ярко выраженными крыльями и квадратными колесными арками. В передней и задней оптике применены Y-образные светодиоды, одна из фирменных черт Dacia. Еще одно нововведение – дверные ручки спрятаны в стойках окон задней двери. Заднее стекло менее глубоко опускается в заднюю дверь, а в его верхней части встроенный спойлер с подъемом в обе стороны. От предшественника досталась лишь концепция оформления боковых окон. Обилие пластикового обвеса сделало кроссовер визуально еще более внедорожным. Румынский кроссовер Dacia Duster покорил рынок с момента первого появления в 2009 году, и главными преимуществами модели всегда были доступность и практичность. Впоследствии Duster стал второй наиболее продаваемой моделью бренда после Dacia Sandero. Новое поколение Dacia Duster дебютировало только в ноябре прошлого года и получило глубокие изменения, которые должны сохранить или продлить линию успеха. Duster, считающийся одним из самых дешевых кроссоверов на рынке, должен сохранить свою философию, несмотря на усовершенствование. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи!